Всем привет! Это канал Техноподбор. В этом видео я расскажу о 3 лучших, на мой взгляд, смартфонах до 10 тысяч рублей по соотношению цены и качества. Как всегда, будут преимущества и недостатки каждой модели, но все они заслуживают вашего внимания. Ссылки с актуальными ценами будут в описании. Первым в нашем обзоре будет Doogee N40 Pro. Данный смартфон представлен в 4 различных цветах, что дает возможность пользователю выбрать устройство именно для себя. Тыльная сторона выполнена из интересного материала, напоминающего кожу, но это матовый рифленый пластик, который добавляет приятных тактильных ощущений. Экран размером 6,5 дюймов имеет скругленные края, что позволяет пользоваться смартфоном одной рукой. Разрешение HD 1600 на 720 пикселей, и может показаться, что этого мало для такого экрана, но по факту плотности пикселей достаточно для комфортного использования. Стоит отметить, что данное устройство имеет большой объем памяти, неплохой процессор и видеоускоритель, а это значит, что пользователь без проблем может запускать даже самые требовательные игры. Что касается фото и видео, то смартфон имеет 4 камеры на тыльной стороне. Основной модуль на 20 мегапикселей от компании Sony способен выдавать очень качественные снимки, но только в условиях хорошей освещенности. То же самое можно сказать и про 16-мегапиксельную селфи-камеру от компании Samsung. Она становится практически бесполезной в ночное время суток, но при свете делает отличные кадры. Одним из главных достоинств N40 Pro является батарея. Она имеет емкость 6380 мАч, что позволяет комфортно управлять устройством в течение 2 дней. Также стоит отметить функцию быстрой зарядки на 24 Вт. Из недостатков отметим отсутствие NFC, разъема для наушников и защиты от пыли и влаги, но для модели начального ценового сегмента это вполне нормально. Следующий в нашем обзоре Cubot King Kong 5 Pro. Внешний вид этого смартфона сразу говорит нам о том, что это уникальный смартфон в плане защищенности. Он способен выдерживать падение с высоты до 1,5 метров без последствий и погружение в воду на 1,5 метра до 30 минут. Отметим, что такая защита делает смартфон довольно габаритным и добавляет вес устройству. 6-дюймовый экран получил разрешение 1560 на 720 пикселей, что дает неплохую плотность пикселей, а значит хорошую яркую картинку. Стоит отметить, что данный смартфон имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что вполне достаточно для запуска приложений, просмотра видео или веб-серфинга. Но качество процессора и видеоускорителя не позволяют запускать требовательные игры, это стоит учитывать. На удивление, King Kong 5 Pro делает очень неплохие снимки в условиях хорошей освещенности. Это обусловлено наличием сенсора Sony на 48 мегапикселей, в основном модуле камеры. Остальные камеры довольно посредственные. Но что стало большим сюрпризом, так это аккумулятор на 8000 мАч, который при таком энергоэффективном процессоре способен обеспечить 2-3 дня активного пользования смартфоном. Хотя есть и небольшой минус. Полная зарядка аккумулятора занимает 4 часа 20 минут. Из плюсов отметим наличие NFC и двойных стереодинамиков, что не может не радовать в смартфоне начального ценового сегмента. Последним смартфоном в нашем обзоре является Xiaomi Redmi 10C. Это устройство известной китайской фирмы получилось очень сбалансированным, практически без слабых мест за свои деньги. Дизайн классический, минималистичный, тыльная крышка выполнена из углеволокна, лучше чем глянец, не будет скользить в руке и оставлять мелкие царапины. Redmi 10C получил большой экран на 6,7 дюймов с разрешением 1650 на 720 пикселей, что вполне достаточно для комфортного использования. Смартфон выпускается с 4 ГБ оперативной памяти, имеет хороший стабильный процессор Snapdragon 680 и видеоускоритель Adreno 610. Мощности Redmi 10C достаточно для запуска основных и развлекательных приложений и не самых требовательных игр. Основная камера представлена сенсором на 50 мегапикселей от компании Samsung. В идеальных условиях получаются хорошие снимки с точной фокусировкой. Ощущение высокой детализации во многом достигается за счет накручивания резкости и текстуры софтом камеры. Есть поддержка HDR. Ночной режим, как у предыдущих моделей смартфонов нашего обзора, довольно посредственный. Батарея имеет емкость 5000 мАч, но вместе с энергоэффективным процессором это дает возможность до 2 дней активного использования смартфона без подзарядки. К недостаткам отнесем отсутствие блока питания в комплекте. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и поможет сделать правильный выбор. Впереди больше подборов, рейтингов и обзоров. На этом все. Всем пока.